Есть локальный мем, что я не люблю гусей. Но возьмем ситуацию последних лет, только объективные параметры. 1250 ГС самый тяжелый в классе, самый слабый, самый вибронагруженный, с самыми слабыми тормозами в классе, с худшим квикшифтером, без передовых технологий конкурентов, при этом стоил гусь поверху рынка. Плюс у меня есть пачка субъективных претензий к старому гусю. Довольно очевидных, когда живешь в мире, где есть Multistrada V4, 1290 и Тигр. Стал ли лучше 1300 ГС? Да, вы уже прочитали заголовок. Сегодня мы как раз и поговорим, что такого сделали BMW, чтобы я вдруг стал советовать эту модель к покупке. Я много путешествую на разных турендуро, и это обзор BMW R1300 GS. К двигателям предыдущих версий у меня были вопросы. В новом 1300 двигателе целая пачка существенных изменений. Важно понимать, что двигатель упростили, перекомпоновав и выкинув из него лишнее. Когда будете читать про изменения, попробуйте ответить на вопрос, что мешало сделать эти изменения 10-15 лет назад. В старом моторе были неоптимальные технические решения, тянущиеся еще с середины прошлого века. Как в коде программы, где каждый программист добавлял что-то от себя, оставляя старые рудиментарные куски, что уже никто не помнит, для чего нужен тот или иной фрагмент. С чистого листа мотор пересобрали как нужно, больше там ничего умного нет. 100 лет понадобилось BMW, чтобы допилить оппозитный мотор. Моя главная претензия к старым оппозитам BMW была в сильных вибрациях не где-то на верхах, а на вполне рабочих режимах. Журналисты молчали в тряпочку, а если сейчас почитать обзоры 1300 ГС от тех же людей, оказывается, на 1250 были неприятные вибрации. Ну надо же, кто бы мог подумать. Поймите правильно, я приемлю вибрации, например, в эндуро технике или в очень легких адвенчурах с компромиссами, либо в дешевых новичковых байках. Понятно, ради чего их терпеть. Но к гусю, который для нормального бездорожья не годится, это скорее асфальтовый турист, стоящий кучу денег, на мой взгляд, нужно предъявлять базовое требование – повышенный комфорт. А он со своей главной задачей справляется плохо. На легальных магистральных скоростях на 6-й передаче едешь, и тебе по рукам лупит. Ну и для чего это терпеть, если у конкурентов такого нет? Так вот, на 1300 ГС о вибрациях можно забыть. Во-первых, из-за возросшей мощности те же скорости достигаются на меньших оборотах, и даже если активно ездить, вибраций нет. Да, на холостых мотоцикл трясется, но во время езды это совершенно нормальный мотоцикл, ни о каких вибрациях не думаешь. Вибраций значимых нет ни в руках, ни в ногах, даже со снятыми резинками на подножках. Если бак сильно коленями сжимать, там есть, но это ерунда. В крайнем случае существуют резиновые накладки. Если сравнивать с конкурентами, это не такой мягкий мотор, как у Multistrada V4, но мягче, чем у нового Тигра 1200 и несравнимо мягче, чем у KTM 1290, который теперь остается единственным мотоциклом в классе, у которого явные проблемы с вибрациями. Во-вторых, если не брать старые поколения, именно про 1250 нельзя было сказать, что у мотора стабильные низы. У него была тенденция глохнуть, если работать в самом низу, на 1300 такого нет. Даже где-нибудь на 1500 оборотах можно ехать без сцепления, чувствуется, что двигатель работает ровно. Так умели, например, Тигры, 1300 теперь тоже так умеет ехать. Это не сказать, что была огромная проблема, просто когда мотор такой стабильный на очень низких оборотах, комфортнее ковыряться в пробках, он послушнее и удобнее. В натяжечку грязь проезжать стало удобнее и так далее. Стало не просто хорошо, а на уровне лучших мотоциклов. Плюс мотоцикл стал немного мощнее при меньшем весе. По факту байк все еще остается самым слабым адвенчером в классе от 1100 кубов, пока не выпустят китайский Moto Marine. Но вот эта прибавочка в соотношении мощности к весу чувствуется. Не могу сказать, что 1250 не хватало, но но возникало ощущение заторможенной реакции на желание. На 1300 такого нет. Кстати, при том, что на 1300 вырос объем, но они даже уменьшили ход поршней, увеличив только диаметр. По геометрии цилиндров мотоцикл теперь похож на KTM 1290. Безусловно, в драгрейсинге на старте с выкрученными оборотами байк до сих пор будет проигрывать Multistrada и 1290. Multistrada, особенно в версии Pikes Peak либо S1000XR, дают ощущение безумия или страха. 1300 не заменит такие эмоции. Если вы привыкли к мощным четверкам, могут быть вопросы. С другой стороны, на Multistrada и SXR и нет таких сочных низов, как на гусе. Это в некотором роде компромисс.
Четверки дают ровное синтетическое ускорение, 1300 больше тяготеет к импульсным кратковременным подхватам. Многократно лучше стал работать квикшифтер. На 1250 он просто конченым был. Точнее, если вы всю жизнь ездили только на мотоциклах BMW по необитаемому острову, он может и неплохой, но если пробовали квикшифтер Multistrada V4 или Tigra 1200, сравнивать их было просто невозможно. Новый все еще не эталоны, до уровня конкурентов не дотягивает, но уже неплохо. И к самой коробке и сцеплению претензий нет. В общем, мотор теперь действительно стал отличным, теперь с нетерпением жду и новый RT. RT отличный мотоцикл, у которого всегда было слабое звено — двигатель. Я, мягко говоря, небольшой фанат BMW-шной подвески, телелевера и паралевера. В том смысле, что для асфальта это отличная подвеска, но любой тур-эндуро с теми же ходами по 200 мм на грунте едет лучше. А если мы не говорим про грунт, зачем тогда лепить такую длинноходную подвеску? Универсальных отличных подвесок около 170 мм, которые отрабатывают неровности лучше, полным-полно на рынке. Еще у меня была претензия к кардану гусей с точки зрения надежности. BMW в свое время отказались от хомутов, сделав резинки на редукторе, вставляющимися в пазы. Был ощутимый риск, что резиночка где-то плотно не прилегает, влага попадает в редуктор, ей некуда деваться и привет коррозия. С конца 2021 года в редукторах сделали дополнительный клапан снизу, а в 2022 году была огромная отзывная кампания с заменой ржавых карданов и массовым сверлением дырок в редукторах всех байков с 1200 и 1250 моторами. Кажется, этот многолетний инженерный просчет BMW все-таки победили. Так вот, про подвеску. С точки зрения поведения на асфальте у меня и к предыдущей подвеске вопросов не было. Подвеска с увеличенными ходами на Rally Adventure уже была так себе, с легковалкой. Но базовая низкая версия с полуактивной подвеской вкупе с короткобазной геометрией и ультракоротким трейлом делали гуся самым острым байком в классе на серпантинах. Чистый кайф. В 1300 GS, к слову, наклон вилки изменили, что увеличило и трейл. Теперь показатель самый заурядный для класса. Предположу, что раз мотоцикл стал более мощным, при резком ускорении на максимальных скоростях гусь с таким трейлом более стабильный. Тем не менее, байк все еще чумовой и на серпантинах, и при маневрировании на низких скоростях. У меня к рулежке претензий нет. Плюс сама подвеска еще лучше стала. Тут дело не в железе, а в софте. Например, раньше были режимы подвески Road и Dynamic. Все. Сейчас каждый режим можно подстроить еще чуть помягче или пожестче. Естественно, я почти все время ездил на самом жестком режиме +2. Это примерно как у спорт-туристов самый мягкий режим. Честно говоря, в таком режиме мотоцикл и достаточно жесткий, и вполне нормально глотает типичные неровности на асфальте, поэтому у меня желания переключать не было. Но при желании можно сделать мягче. Я включал, болтает вверх-вниз. В Испании таких плохих дорог просто не бывает, где бы мне такое пригодилось. В общем, на асфальте никаких претензий к подвеске у меня нет. Что же с ней не так? А не устраивает меня, как эта подвеска едет на грунте. На мягких волнах все нормально, но на квадратных неровностях типа камней очень жесткие удары. Знаете, такие, когда крепление телефона куда-то вдруг проворачивается на руле. Я сейчас еду на версии трофи на спицах, и вот с этих ступенек можно спрыгивать, что веселее и эффективнее. Но гусь при спрыгивании даже с 30 сантиметров дает понять, что у него специфичная подвеска и тяжелый редуктор, поэтому я сознательно сейчас исключаю любые прыжки, аккуратно прокатываясь через неровности. И такая же жесткая реакция, когда наезжаешь на скорости на небольшой камень хотя бы сантиметров 7 высотой. Сложно это визуально передать. Я как-нибудь специально приеду сюда на чем-то тяжелом, но с традиционной подвеской, с теми же ходами и цепью. Думаю, даже на видео будет заметно, насколько грациознее здесь нормальный мотоцикл поедет. Возможно, новая Africa Adventure Sports, которая весит больше, с тем же диаметром колес, с тем же дорожным просветом, плюс-минус с теми же ходами подвески. Но я по опыту более чем уверен, что скакать Африка будет значительно веселее. Ощущение от гуся при приземлении и на квадратных неровностях — это как если к роялю прикрутить колеса и спустить с лестницы. Да, согласен, слишком натянутая аналогия, очевидно, что рояль едет мягче. Я в первый раз подумал, что может подвеска в Dynamic режиме осталась, но нет, при переключении в режим Enduro включается и Enduro режим подвески, и там все было в порядке настроено. Плюс я ездил в Enduro режиме только в самом задранном положении подвески и экспериментировал с подстройкой мягкости подвески. И это точно не относится к весу. Например, KTM 1290 тяжелее, но он прыгает как надо.
Все-таки гусь, никак не конкурирует на бездорожье с 1290 или Африкой, нет у него такого фана. На самом деле подавляющему большинству покупателей гусей этого и не нужно. Просто не верьте обзорщикам, которые облизывают гуся чуть ли не как конкуренты Тенери, это чистое вранье. Где-то тихонько протолкаться 10-20 километров, да, без проблем, но специально по тропинкам на выходных ездить нет. И главное, в том бюджете, сколько стоит байк, можно софт-эндуро на сдачу купить, пожертвовав парой аксессуаров. Фана будет несравнимо больше. К эргономике гуся в стойке претензий никаких. У него, как мне показалось, уже профиль, чем у 1250, и когда едешь в стойке, все в порядке. Принимая во внимание, что это 1300-кубовый мотоцикл, а не тощий эндурчик, но все равно лучше, чем с 1250. И к рулежке на бездорожье у меня вопросов нет. Он очень юркий, слабое звено, его фирменная подвеска. В опции еще есть спортивная подвеска, которая примерно на 10% длиннее, но по опыту 1250 поколения, где такая подвеска ставилась на ралли Adventure, не советую брать. В 1250 поколении такая подвеска заметно ухудшала управляемость на серпантинах, при этом на бездорожье фундаментально картина не менялась. Да, чуть помягче, но дело не в ходах подвесок, а в самой конструкции. У Тенери, например, ходы подвески те же и дешевле подвески Тенери, только стакан кипятка в китайском аэропорту. Но это небо и земля потому, как подвеска отрабатывает неровности на бездорожье. Кстати, хорошо, что BMW не стали в как бы внедорожную версию Trophy ставить увеличенную подвеску, оставив стандартную, но при этом версия со спецованными дисками. На мой взгляд, это самая оптимальная комбинация. Брать мотоцикл за такую цену для внедорожных поездок — это полнейший бред, а чтобы где-то съехать с асфальта и проехать по грунтовке, хватит и стандартной подвески, а спецованные диски позволяют многократно сократить риск погнуть колеса при очередном ударе. В этом смысле BMW молодцы. Например, мультистраду можно купить на спицах, но она слишком гламурная, на ней мало желающих съезжать с асфальта с риском поцарапать. У Tiger 1200 GT, в отличие от предыдущего поколения, даже в опции нет спиц, что ограничивает возможности. А для кого существует версия ралли, я так и не понял. КТМ по уровню комфорта не дотягивает, и получается, что если хотите топовый, мощный, комфортный мотоцикл, но чтобы и на серпантинах по-взрослому ехал, и чтобы на всякий случай на спицах, у BMW и конкурентов не так уж много, везде компромиссы появляются. Еще один недостаток 1250 был в его высоте. Многие еще выбирали версию Adventure, которая совсем неадекватную высоту имела на уровне внедорожных версий Adventure KTM. Для чего было страдать людям среднего роста, если вокруг полно классных кроссоверов существенно ниже, я не понимал. Да, есть ухищрения с заниженным седлом и заниженной подвеской, но, во-первых, у гуся и так-то подвеска на любителей комфорт седла не топовый, а в заниженном варианте это еще более ухудшало и то, и другое. А во-вторых, у других мотоциклов тоже есть варианты, как занизить. Я к чему веду? У 1300 GS по спецификации седло на том же уровне, но, во-первых, мне кажется, что передняя часть седла стала поуже, поэтому изначально легче доставать до земли. Во-вторых, есть автопонижение высоты. Сама по себе технология не нова. Сначала появилась на Панамерике, но там она не совсем до идеала была доведена, байк занижался, когда уже остановился. Потом на мультистраду обновление прилетело с такой же функцией, но с более удобной реализацией. Вообще говоря, о 1300-м сложно не вспоминать мультистраду, потому что почти все инновации уже были в Симпсонах. Я напомню, что мультистрада V4 вышла в 2021 году, и там была вся пачка технологий, которые теперь нахваливают обзорщики на гусе. Собственно, это одна из причин, почему мультистрада 3 года оставалась лучшим большим адвенчером, пока BMW сопли жевали, перепродавая один и тот же мотоцикл больше 10 лет. Вернемся к автопонижению. Гусь умеет занижать высоту на 3 см. Функция будет срабатывать автоматически для выбранных режимов езды. Она будет незаметно занижать мотоцикл заранее при скорости ниже 25 км в час и поднимать высоту, когда вы достаточно разогнались. Я это подробно описываю, чтобы вы понимали, что по факту мотоцикл в стоячем положении с высотой по седлу 820 мм. Дорожный просвет на новом гусе немного увеличился. Сейчас я намерил 220 мм, как на предыдущем адвенчере. То есть даже если ездить в заниженном варианте, просвет 190 мм позволяет аккуратно проезжать основные неровности. Но если быстро ехать по камням, когда подвеска работает в полную силу, в таком варианте мотоцикл стучит дном раньше, чем вы ожидаете. Что мне понравилось, можно при переключении, например, в эндуро режимы выставлять максимальную высоту, чтобы не задевал дном. Жмешь кнопку и байк подрастает. Либо наоборот, при переключении в режим эндуро мотоцикл может всегда ехать с заниженной высотой.
В общем, сейчас гусь действительно отлично подходит для людей среднего роста. С ним не нужно так бороться, как с 1200 и 1250. И не забываем, что мотоцикл из самого тяжелого в классе стал самым легким. Я не буду повторять бред обзорщиков, новый гусь не ощущается таким же легким, как нормальные среднекубатурники, если только не сравнивать со среднекубатурными китайцами. Но вот за счет автопонижения высоты и другого профиля седла он ощущается действительно не таким увольнем, как предыдущий, факт. На 1300 ГС появилась электронная регулировка стекла. Причем стекло на парковке при выключении зажигания еще и само сворачивается в нижнее положение. Практического смысла в этом мало, но выглядит пафосно. Обязательно перед выключением зажигания пару раз погазуйте, чтобы окружающие точно заметили ваш блатной байк. Но если серьезно, стекло в кои-то веки у BMW сразу в стоке отличное. На мой взгляд, новое стекло лучше, чем многие варианты стекол сторонних производителей для 1250 ГС. Для роста до 180 см безупречное стекло. Если рост выше, по традиции чуть-чуть не хватает, если хотите совсем с открытым визором без очков ездить. В принципе, даже с моим ростом так можно ехать, чуть обдувает, но без потоков в глаза. Баффетинга не замечал, и на скоростях под 200 мотоцикл все еще стабильный, поэтому я всегда ездил в самом верхнем положении, просто не видел поводов его убирать. Для активного круиз-контроля можно настраивать дистанцию до впереди едущего ближе-дальше. Эта дистанция зависит от скорости, поэтому имейте в виду, что я говорю о дистанции не в метрах, а в секундах. В самом близком положении на гусе не особо близко, это где-нибудь средний режим у мультистрады. Полезно, например, в городском режиме на Дукати максимально близко держаться, чтобы ни у кого не было желания вклиниваться, думая, что все пробки в мире из-за вас, а на магистрали отодвинуться подальше. На гусе из-за того, что мотоцикл всегда как-то далековато, другие режимы дистанции нужны разве что в ливень. Даже при близкой дистанции при езде по окружной типа МКАДа в ваш зазор регулярно будут вклиниваться другие. Еще я заметил эффект, что когда в левом ряду за кем-то едешь с гусевской дистанции, вообще никто в правый ряд не собирается съезжать, нужно вручную чуть сближаться. Максимально полезен радар в двух сценариях. Например, на окружных европейских мегаполисах, где между рядами ездят только когда все стоят. Вроде поток едет, но рвано. Тогда да, помогает. И самый лучший сценарий – типичная загруженная горная дорога со сплошной, где все плетутся со слегка плавающей скоростью. Активный круиз-контроль позволяет ощутимо уменьшить стресс от заторов. Мотоцикл везет тебе и везет. Плюс я думаю, что у покупателей флагманских мотоциклов есть и автомобиль с активным круиз-контролем. Удобно, когда техника ведет себя по одному сценарию. Короче, не для всех, но для многих активный круиз-контроль действительно полезная функция. Я только позволю себе напомнить, что активный круиз-контроль с 2021 года есть на KTM 1290 в самой дешевой базовой версии и на мультистраде V4. Просто чтобы вы не забывали, кто на поколении отставал от конкурентов. Мониторинг слепых зон тоже не новинка, и по-честному на BMW худшая реализация из всех, которые я встречал. Точнее, работает-то как у всех, только у BMW индикатор – это мелкий треугольничек внутри зеркала, который, например, в свете закатного солнца или в свете желтых фар и не особо виден. Если специально смотреть в зеркало увидишь, а боковым зрением не всегда замечаешь. На мультистраде или Тигре эти индикаторы расположены сбоку зеркал. Неважно, что в зеркалах, ты все равно замечаешь контрастные изменения цвета. Ну и сами по себе зеркала на мультистраде, а особенно на Тигре с отличным обзором, а на BMW как были плохие зеркала, так и остались. Я редко о зеркалах говорю, потому что за копейки меняется на что угодно. А здесь зеркала со светодиодами, но рано или поздно тюнинговые продавать будут. Ну и ронять мотоцикл стало дороже, конечно. Чтобы падения еще подороже стали, теперь даже в бездорожной версии Трофи в защите рук встроенные поворотники. На самом деле, если вы купите эндуро пакет с защитой, там будут обычные поворотники на выносах и защита рук попроще. Кстати говоря, о знаменитых пакетах BMW, все вот эти восторги по опциям читайте с пониманием, что только самыми нужными функциями мотоцикл обойдется примерно в 29 тысяч евро в Испании. Это без кофров, комфортного сидения, карбона, эксклюзивного цвета и так далее, только основные важные функции. То, что заявляется за 21 тысячу евро, это чисто базовый функционал плюс простой круиз-контроль. Просто для примера, KTM 1290 в базе на 1500 евро дороже, так у него и радар есть, и полуактивная подвеска, и бесключевой доступ, и центральная подставка. Памятуя поколение 1250, базовую неэлектронную подвеску там брать не нужно.
Если сопоставимые топовые комплектации сравнить, КТМ где-то на 6000 евро дешевле. Tiger 1200 GT Pro окажется на 5000 евро дешевле. Ducati совсем всем всего на 1000 евро дороже. В общем, нужно понимать, что гусь в том варианте, в котором я его рекламирую, один из самых дорогих адвенчеров на рынке. А еще можно вспомнить, что 16 тысяч евро стоит нафаршированный Tiger 900 GT Pro, который по удобству практически не отличается от гуся в плане эргономики и общего комфорта. У многих в голове шаблон, что 1200 автоматически комфортнее. Это не так. Если сравнивать точки подножки седло-руль, у Тигра 900 плюс-минус идентичные расстояния, с точки зрения ветрозащиты тоже все довольно близко. У Тигра несущественно поуже стекло, зато у BMW есть ощутимая проблема с тем, что весь поток ветра огибает цилиндры сверху и бьет четко в колени. Из-за чего с некоторыми наколенниками после целого дня на магистрали на гусе колени-то затекают, а на Тигре нет. Это факт. Из-за специфичной аэродинамики наколенники вбивают в колени, и при долгой езде на магистрали колени могут ощутимо уставать, в отличие от других топовых адвенчеров. Скорее всего, на адвенчере такая проблема уйдет. Ну или придется подобрать другие наколенники, если колени будут уставать. Седло у гуся обычное по комфорту, если говорить о топовых адвенчерах. Удобно, но до уровня стоковых сидений Тигров еще далеко. Я к тому, что чудес-то не ждите, это достаточно комфортный мотоцикл, но далеко не самый. И он все еще не дотягивает до комфорта той же Multistrada или какого-нибудь Super Tenere, которому скоро 100 лет исполнится. Но 1300 GS теперь значительно ближе к ним, чем 1250, и такие мелочи уже не принципиальны при выборе. Ну и давайте еще немного о недостатках гуся поговорим. У 1250 был объективно мелковат бак в базе для такой кубатуры. А сейчас расход официально чуть-чуть повыше стал, а бак на литр уменьшился. Собственно, это самый маленький бак среди адвенчеров от 1100 кубов. Все ради ящичка под телефон. Он в кои-то веки нормального размера под большой телефон, но с заблокированным рулем ящиком практически невозможно воспользоваться, но при этом все еще можно своровать телефон. Молодцы, что сказать. Раньше небольшой запас хода решался версией Adventure, но пока ее нет. Средний расход в горах у меня получился 5,5 литров на 100 километров, но была температура около нуля, поэтому ездил плавно. Если брать чистую постоянную скорость 127 км в час на магистрали без кофров, расход около 6 литров, примерно как и на 1250 GS. Вполне адекватный расход для класса, вопросов нет, но мне лично надоедает каждые 200 км на заправку заезжать. Ждем версии Adventure, это все еще наиболее адекватная версия гуся для путешествий. Забавно, что в прошлом поколении гусь, когда сняли с производства Multistrada Enduro, был мотоциклом с самым большим баком в классе, и это прям вечная гордость BMW-шников. А сейчас и у Ducati есть 30-литровая версия, и у Triumph целых две, а гусь выпускается только с пробником. Всем фанатам придется как-то переобуваться, что главное не размер, а умение им пользоваться. Fuel tank capacity is 19 liters, so it's good for more than 300 kilometers riding. Wow, that's a good long way. Еще глобальный недостаток – это интерфейсы. Вот как BMW придумали свое мультиколесо и логику экрана, так это и остается тихим ужасом. Самый большой бред – это само мультиколесо, в котором большого смысла нет. Точнее, оно гипотетически удобное, если пользоваться навигаторами BMW или приложением навигации от BMW на телефоне. Но это нужно быть довольно специфичным человеком, чтобы в 2024 году решить пользоваться навигацией от BMW хоть для чего-то. Из-за мультиколеса поворотник находится дальше, чем на других мотоциклах, и на BMW крайне неудобно пользоваться поворотниками с зажатым сцеплением. Что интересно, все конкуренты за последние 3 года сменили поколение интерфейсов экрана, избавившись от проблем первых версий, а BMW как придумали этот спорный интерфейс, так он до сих пор в неизменном виде. На 1300 GS появилось много функций, и они в этот неподходящий интерфейс пытаются все засунуть. Это неудобно и сумбурно. Приходится часто тыкать разные кнопки на левом пульте, которые расположены не под палец из-за мешающего у мультиколеса, но при этом это единственный из флагманских адвенчеров, где нет подсветки кнопок. У интерфейсов BMW логика, что у тебя все заранее задано с минимальными возможностями кастомизации. Я предпочитаю логику Ducati, где к любому режиму можно настроить огромное количество параметров на свой вкус. Основной экран BMW скупой. Например, нельзя вывести одновременно запас хода и расход топлива, либо любые другие два параметра. Всегда показывается только один.
Экран не показывает выбранных настроек, например, что за режим подвески выбран, какой режим трекшн-контроля и так далее. У конкурентов почему-то места для всего хватает. Это, конечно, вообще не определяющий фактор при выборе мотоцикла, но не сказать не мог. Такие тесты довольно дорогое удовольствие. Если вам нравится, что тут происходит, поддержите канал на Бусти или Патреоне. Вся денежка идет только на оплату аренды мотоциклов, я не зарабатываю на канале. И финальные мысли. Мне нравится новый гусь, но я его не идеализирую. У него есть определенный круг задач, с которыми он хорошо справляется, но он не всемогущий. А то про гуся больше мифов, чем правды. С одной стороны, гусь не очень подходит для бездорожного туризма даже относительно других больших адвенчеров типа 1290 или Африки, я уже не говорю про легкие байки. С другой стороны, для фанатов скорости он не очень-то подходит, он быстрый, но не дает ощущения четырехцилиндрового спорттуриста. Гусь всегда был где-то между для заурядных задач, но раньше у него банально не хватало комфорта. А теперь в этих задачах новая версия почти всегда удобнее, чем 1290 и Multistrada. При сравнении с Tiger 1200 все чуть сложнее, об этом в отдельном обзоре расскажу. И главное, встречая на дороге новенький 1250 GS, у меня возникала легкая жалость, потому что за те же деньги можно было купить мотоцикл лучше. Сейчас, видя 1300 GS, будет появляться удовольствие от того, что человек ездит на хорошем сбалансированном мотоцикле.